Ё-моё, я ее не запустил. Поэтому все, что я рассказал, вы не видели. Зашибись. Да. Ну ладно, так получилось тогда. Ладно, сейчас, если посмотрим. Блин, а что же так? Это я упустил момент, конечно. Так, ну ладно. Но я там, в принципе, все рассказал. И получается, рассказал я только для Телеграма. А для Ютуба ничего не рассказал. Ладно, сейчас, если подключится, кто вы в Ютубе, я тогда быстренько отвечу на вопросы. В принципе, время еще есть до открытия сессии. Поэтому я спросил, говорю, на Ютубе посмотрите кто-нибудь. Видите, никто мне не сказал, что нету эфира-то. А я его не запустил. Да, Жень, говори. Говори. Что, Лиавка может посмотреть? Лиавто. Лиавто, я понял, да. Так, сейчас. Блин. Угу. Ну, он прямо сейчас находится на буфере года, можно сказать, 29. Там достаточно такой серьезная поддержка, но я думаю, что здесь, конечно, все ожидают решения все равно Джексон Холла. Они как бы готовы как пойти на минус, как еще дальше упасть, так и, собственно говоря, начать отсюда отскок. То есть фактически они закладывают худшие ожидания, и встают прямо на середину. Либо типа в медвежье ныряем, либо обратно в бычью возвращаемся. Очень опасное здесь на самом деле положение. То есть тут может сыграть как в одну сторону, так и в другую. Ну, вроде как выглядит неплохо с точки зрения техники. Вот хорошо как бы скорректировался, хорошая цена. Но и за счет того, что мы понимаем, что может произойти в четверг-пятницу, могут укатать как в одну сторону, так и в другую начать поднимать. Неоднозначная история. Есть цели вверху, достаточно хорошие, например, кварталка 38, 37, 35, месячная в районе 33, то есть возврат как минимум на первый квартал есть. То есть вот где-то в район там 33, я думаю, отыграть, естественно, может, если будет положительный сценарий. Но если будет отрицательный сценарий, он пробьет 29 и полетит вниз. Прям чисто заняли 50 на 50 границу. Ну, спасибо. Пожалуйста. Так, получается, что мы не записали. Так, еще в голосовом, господа, есть вопросы? Не получилось сегодня записать так, как хотелось. Ну, давайте я быстро, пока, короче говоря, люди еще не подошли, для YouTube чисто запишу. Еще раз говорю, по поводу десятилеток, значит, возврат, скорее всего, в район 3,2. По поводу нефти, я уже сказал, иранская сделка, соответственно, пока ушла в сторону, запасы США вышли низкие, то есть непосредственно спрос восстанавливается, как видим, нефть уже ушла на 101, и, соответственно, есть вероятность подняться на 104, да, то есть 102, 104, вот в эту зону вполне нефть может вернуться. Естественно, это окажет давление на цены и на инфляцию, скорее всего. Так, золото я, соответственно, жду обратно возврат на 1820, как только сейчас пройдет Джексон Холл. По S&P уже сказал, что 140. Сейчас просто показываю, потому что те, кто посмотрит потом записи, смогут, по крайней мере, видео увидеть. А до этого видео не было и трансляции не было. Поэтому повторяю то, что повторил только что перед этим в Телеграме. Значит, 4,140, и еще раз говорю, пробили мы. Если посмотреть на фьюч, собственно говоря, сейчас около него находимся, но внизу, вот 138, 438, 140 пока в обратную не пробиваем, поэтому вот этот сценарий у нас вполне еще остается в силе, то есть мы можем спокойно уйти на 400 и вот отсюда начать подъем, ну и дальше мы видим, да, то есть волну нам показывает 4400, 4600, как бы такой вариант на возврат. Здесь в данный момент я думаю, что все-таки коррекция может оказаться на 400, тем более данные, которые будут сейчас выходить по непосредственно недвижимости и по индексу потребительских, не потребительских цен, простите, а ожидания потребителей, по-моему, да, индекс заявления, сейчас, базовый заказ товара на длительное пользование, да, вот они сейчас будут выходить 15-30, и, естественно, скорее всего, они могут оказаться не очень хорошими, и индекс незавершенных продаж на рынке тоже нехороший, а запасы уже вчера выходили неофициально, они вышли низкие, и поэтому есть вероятность, что здесь тоже окажет давление на рынок.
то есть здесь тоже могут выйти низкие. В общем, ждем сейчас, смотрим, где закрепляется S&P. Попытки будут вернуться, они выше 180, скорее всего. Вряд ли он пойдет там на 4200, ну, посмотрим. Перед Джексон Холлом в это вообще не верю. Вот. А вот возврат на 400 в итоге продавить очень даже верю. И даже, возможно, потом на 4. Кстати, 400 уже станет такая достаточно серьезная грань, которая будет говорить о том, что можем уйти на 4 ровно. По NASDAQ, еще раз говорю, попытки сейчас удержаться, конечно, в районе 12400, но на самом деле есть риски уйти на 12 ровно. По Расселу, собственно говоря, как раз уровень он держит 1920, и, соответственно, если уйдет, то уйдет где-то на 1880. Вот такая зона у него примерно может быть. По индексу РТС уже сказал, идет ожидание этого Джексон Холла. Веб сыграл свою роль, скорее всего, начало восстановления. Мосбиржа, соответственно, тоже пока на ожиданиях, пойдет на 2340. Дальше поехали. Доллар-рубль занял диапазон около 60. Как я и говорил, никаких там 55 я уже сказал, что не будет. Даже сейчас вот пик пройдет на распродаже. Я думаю, в лучшем случае 57, 50-58 это просто вот ну, максимум, куда его могут утащить. А так, естественно, ждет все Джексон Холла. По евро-рублю тоже сказал, что там у нас собрание ЕЦБ будет протоколы тоже публиковать в районе то ли четверга, то ли пятницы. Поэтому там будет определение цены на евро. Ну и цены на газ, естественно, делают свое дело. По биткоину, как я уже сказал, идет возврат на 22 тысячи. Если как бы будет политика ФРС благосклонная, то, скорее всего, все равно вернутся не выше 24, там 24 500 где-то максимум. Это, скорее всего, то, что будет при заканчивании, когда Джексон Холла. Значит, по российскому рынку мы сегодня уже тоже пробежали, возвращаюсь еще раз. Значит, Тинькофф, как я уже сказал, идет в сторону 2900. Вот здесь видно абсолютно полуторачасовые коррекции, которые он пока удерживает. Это явно динамика еще продолжение идет вверх. Веб как раз то, что вчера заявил, это говорит о том, что банковский сектор и не только поддерживается кредитами. Это надо иметь в виду. Это, естественно, будет положительно. Значит, по Сберу, как я уже сказал, вот это, скорее всего, была как раз реакция на то, что заявил Веб. И дальше вот мы от 130 начинаем закрепляться постепенно. Соответственно, поход будет в район 137, как только прорвем вот эту зону. Дальше по Роснефти, нефть растет, Веб заявил, поэтому, естественно, позитив, есть фундаментал, на чем можно расти. 368 как минимум, и, возможно, потом возврат на 392, вот сюда, вот на этот исторический уровень. А в любом случае, ну вот он, в принципе, отсюда и падал, в районе 400, даже 450 было восстановление. Но вот этот уровень его однозначно восстановит в районе 400. Так, далее поехали. По «Газпрому» все неоднозначно, там ждут турбинами вопросы решения, но по технике уже вышли за недельную коррекцию. Видно, что уже, если до этого мы находились под ней, вот они желтые точки, то здесь уже мы над ней. И это уже первые признаки начала восстановления. Поэтому жду, естественно, возврат за 188 и в итоге за 220, ну, в начале 200, а потом, ну, там 208 даже, да, а потом, естественно, за 220. Вот туда я, собственно говоря, жду возврата по «Газпрому». Яндекс уже сказал, что там сделка произошла с ВКонтакте, они обменялись активами, там надо это все в деталях смотреть, но вот именно поэтому он здесь ждал 2000, не мог прорываться за это время и не падал ниже 1900. Именно было ожидание этой сделки. Сейчас они эту сделку, судя по всему, произвели, и фактически, естественно, это открывает постепенно дорогу. Надо изучать, конечно, детали этой сделки, к чему это все приведет, но в целом явно 2150 и 2350, вот в эту зону, я так думаю, они выйти могут. Надо будет смотреть, наблюдать и оценить вообще саму сделку. По Озону, после того, как он отчитался, идут попытки уже закрепиться выше 1500, там, где мы ждали в начале 1440 до отчета, и вот сейчас уже постепенно начинается движение, соответственно, в сторону 1700. Это тот сценарий, который мы говорили про то, когда было СВО, то есть до возврата момента к СВО, вот это, в принципе, ту границу, которую, скорее всего, займем. Дальнейший уже рост будет определяться дальнейшими факторами. Значит, поле ждет, естественно, сейчас ситуацию, связанную с Джексон Холлом. Там определится ситуация с борьбой с инфляцией, естественно, повлияет на цены металла и все остальное. Так, Норильский никель тоже стал демонстрировать хорошую положительную динамику, вышли за недельную коррекцию, идет закрепление за месячной коррекции.
а цели находятся в районе 16 800, простите, и до 17 тысяч. Вот в эту зону вначале будет попытка пробоя 16 400, и потом в итоге выход за 17 тысяч. Это я сейчас записал специально для тех, кто смотрит нас на YouTube, потому что у нас прямой эфир был, не записывался. Так, на этом, господа, тогда все. Переходим, наверное, пока сейчас на такой формат. Будут такие короткие прямые эфиры. Там, соответственно, я буду показывать и российский рынок, и американский. И, соответственно, там будем отвечать на вопросы. Если есть какие-то вопросы последние, задавайте. И, собственно говоря, на этом заканчиваем. Дальше уже в прямом эфире, уже в конце, как говорится, вечером. Все, вопросов нету. Давайте тогда на этом заканчивать. В записи посмотрите. То, что я рассказал, вы все слышали в Телеграме. А, собственно говоря, то, что на видео, я уже повторно продублировал.